Эволюция – это немедленный и плавный процесс. Иногда это жестокая гонка на выживание, где проигравшие исчезают навсегда. Однако на нашей планете есть существа, которые обитают только в определенных регионах нашей планеты. Возьмем, к примеру, сумчатых животных. Кенгуру, коал или вомбатов. Вот, кстати, как они выглядят. Почему их нет в Африке, Америке или Европе? Их древние останки находятся совсем в других частях света, но как же они оказались в Австралии? Сегодня вы узнаете, почему сумчатые животные обитают только в Австралии, как и когда они появились на свет, почему Австралия на протяжении многих миллионов лет была изолирована и как кенгуру стал главным символом Австралии. Эволюция. Это не просто картинки из учебника биологии, где от обезьяны к человеку одна прямая линия. Это скорее выживание сильнейших, а иногда и самых везучих. И как вы уже заметили, кенгуру, коал и эти маленькие толстячки, вомбаты, это не просто символ Австралии. Это живые загадки. Почему они обитают только на этом затерянном континенте? Они резвятся где-нибудь в Амазонке или, скажем, не жуют листья эвкалипта у Эйфелевой башни. Вот в чем парадокс. Если мы заглянем вглубь истории нашей планеты, то обнаружим, что первые сумчатые вовсе не были австралийцами. Палеонтологи десятилетиями ломали копья, пытаясь выяснить, откуда же взялись эти удивительные животные. И, кажется, разгадка найдена. Их настоящая родина – это, внимание, Северная Америка. Или, по другой версии, Азия. Представьте, вместо того, чтобы наслаждаться малонаселенной местностью, они бегали где-то среди динозавров в Северной Америке, примерно 120-140 миллионов лет назад. Эти древние сумчатые были совсем не похожи на наших современных прыгунов. Они были маленькими, скорее всего, размером с мышь или крысу, и вели скрытный ночной образ жизни, прячась от хищников. Они были всего лишь крошечной частью огромной мезозойской фауны, но именно им предстояло совершить одно из величайших путешествий в истории животного мира. Как же так получилось, что эти скромные зверьки, родившиеся в совсем другом уголке мира, в итоге стали королями Австралии? Ответ кроется в невероятной истории тектоники плит и дрейфа континентов. Потому что в те далекие времена, когда сумчатые только начали свой путь, карта мира выглядела совсем иначе. Итак, представьте себе, 180 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сейчас. Все южные континенты, включая нынешнюю Южную Америку, Африку, Индию, Антарктиду и, конечно же, Австралию, были частью одного гигантского суперконтинента под названием Гондвана. Это был настоящий Титаник среди материков, только не тонущий, а разламывающийся на части. В то время, пока Гондвана еще держалась вместе или только начинала трещать по швам, на всех этих землях жили как наши предки, плацентарные млекопитающие, так и древние конкуренты – сумчатые. Изначально никто не имел явного преимущества. Это была такая себе эволюционная гонка без фаворитов. Но вот тут-то и начинается наша драматическая история. Примерно 100 миллионов лет назад Австралия вместе с Антарктидой начали свой медленный, но неизбежный дрейф на юг, отделяясь от остальной Гондваны. Это был такой себе Ноев ковчег, только без Ноя и с живыми пассажирами, сумчатыми. Спустя еще миллионы лет Австралия решила порвать и с Антарктидой, устремившись на север. Таким образом, этот континент стал самым изолированным крупным участком суши на планете. Представьте, миллионы лет плавания по океану без каких-либо сухопутных мостов к другим землям. И вот в чем заключается момент. Пока на других континентах плацентарные млекопитающие процветали, эволюционировали и активно вытесняли сумчатых, в Австралии у сумчатых не было серьезных конкурентов. Это было их золотое время. Они получили уникальный шанс развиваться без давления извне. Без львов, без тигров, без волков. Они могли быть кем угодно. И они этим воспользовались на полную катушку.
заняв все экологические ниши, которые на других континентах заняли плацентарные. Так что кенгуру живут только в Австралии не потому, что они там родились, а потому что эта гигантская земля, подобно спасательной шлюпке, унесла их подальше от мирного эволюционного массива, дав им возможность процветать. Но это еще не конец истории, ведь они не просто процветали, они эволюционировали в нечто поистине уникальное. Итак, Австралия – это гигантский эволюционный ковчег, оторвалась от остального мира, представив своим пассажирам сумчатым невиданную свободу. И они этой свободой воспользовались на полную катушку. В отсутствии конкурентов и стано-планцетарных млекопитающих сумчатые начали осваивать все мыслимые и немыслимые экологические ниши. Они стали древесными лазальщиками, как коалы и опоссумы. Они стали роющими машинами, как вомбаты, хищниками, как ныне вымерший сумчатый волк и современные тасманские дьяволы. И, конечно же, главным скакуном австралийских равнин – кенгуру. Именно кенгуру стали, пожалуй, самой яркой визитной карточкой континента. Но кто же они такие с научной точки зрения? Кенгуру – это представители семейства макроподины. От греческого «макрос» – большой и «подос» – нога. И это название как нельзя лучше описывает их главную фишку – гигантские ноги для прыжков. Представьте, миллионы лет назад их предки были куда скромнее. Небольшие животные, похожие на крыс или куниц. Каждый, возможно, просто ползал или бегал. Но условия Австралии с ее огромным открытым пространством и периодическими засухами буквально вынудили их к прыжкам. Это стало самой энергоэффективной стратегией продвижения на большие расстояния в поисках пищи и воды. Их ноги – это настоящие биологические пружины. Мощные сухожилия копят и высвобождают энергию при каждом прыжке, что делает их невероятно эффективными скакунами. А хвост – это не просто балансир. Это третья опора, которая помогает им поддерживать равновесие, когда они стоят на задних лапах, и даже служит для защиты в бою. Но кенгуру – это не только ноги и хвост. Это еще и невероятно успешная социальная структура. И что ж греха таить, довольно агрессивный нрав, если их спровоцировать. Не зря их боксерские поединки стали легендой. Так что макроподины – это не просто группа животных. Это результат уникального эволюционного эксперимента, который произошел в изоляции. Итак, теперь мы знаем всю историю. Сумчатые, эти удивительные создания, не родились в Австралии. Они приплыли туда, вернее, были привезены на гигантском дрейфующем континенте, который откололся от древней Гондваны. И пока остальной мир бурлил эволюционными войнами, где более агрессивные и конкурентоспособные плацентарные млекопитающие вытесняли сумчатых, Австралия оставалась их уникальной гаванью. Именно эта многомиллионная изоляция стала решающим фактором. Она позволила сумчатым не просто выжить, а процветать и занять все возможные экологические ниши, превратившись в невероятное разнообразие форм, от летающих опоссумов до гигантских кенгуру. Австралия стала для них своего рода естественной лабораторией, где правила игры были совсем другими. Однако, эта же изоляция, которая позволила сумчатым стать такими уникальными, сделала их и очень уязвимыми. Когда в Австралию пришли люди, а затем и завезенные ими животные – лисы, кролики, кошки – австралийская фауна оказалась не готова к этой новой агрессивной конкуренции. Многие виды исчезли, а оставшиеся столкнулись с серьезными угрозами. История кенгуру и других сумчатых – это не просто рассказ о животных. Это удивительная иллюстрация того, как геология, климат и чистая случайность могут изменить ход эволюции на целых континентах. Это напоминание о том, насколько хрупок и уникален мир природы, и как важно оберегать его разнообразие. В следующий раз, когда увидите кенгуру или коалу, вспомните – это не просто милые зверьки. Это живые свидетели миллионов лет невероятных путешествий, адаптаций и выживания вопреки всему. Они герои своей собственной, очень длинной и захватывающей истории.